Здравствуйте! В этом видео мы расскажем про чип-тюнинг автомобиля Шкода Rapid с двигателем 1.6, буквенное обозначение CFNA. Блок управления двигателем на этом автомобиле установлен в Magneti Marelli итальянского производства, который достаточно капризный и сложный в работе. Несмотря на то, что таких автомобилей достаточно много, есть несколько нюансов, расскажем о них. Что важно при чип-тюнинге и работе с данным блоком? Этот блок не прощает ошибок. Всегда нужно быть внимательным и аккуратным. Для того, чтобы начать работу, делаем сначала идентификацию. Смотрим номер блока, который установлен на автомобиль, смотрим версию калибровок. Также видим счетчик программирований. Это поможет нам понимать, есть ли уже какие-то попытки его программирования или прошивка заводская. Далее. Всегда проверяем наличие заводских обновлений. В данном случае у нас версия ПО 6427. Под данный блок обновлений на данный момент времени нету. Поэтому можем вычитывать заводскую прошивку, корректировать ее, вносить необходимые изменения и записывать обратно уже модифицированную программу. Самой распространенной проблемой для этого авто является разрушение катализатора, причем на достаточно маленьких пробегах, особенно если автомобиль эксплуатируется редко на трассе, чаще всего в городе. По диагностике нет никаких ошибок, но по ощущениям хуже тянет, хуже откликается на педаль газа. Иногда бывает даже не заводится, то есть настолько уже сильно разрушен, что автомобиль не удается даже завести. Мы удалили катализатор, поставили, соответственно, модифицированную прошивку под Евро-2, и сделали прибавку еще мощности на 10%, чтобы стал лучше отклик на педаль газа, чтобы машина была более динамичной на обгонах. То есть прибавка мощности по цифрам небольшая, по ощущениям достаточно колоссальная. Самое главное в работе с этими блоками выбрать правильное оборудование и правильные прошивки. Из оборудования используем только официальные, оригинальные программы, которые работают с лицензией и поддержкой. Никакого Китая ни в коем случае. То есть иначе, завалив этот блок, получим трудности с привязкой, с обучением ключей и так далее. Очень сложный блок, очень проблематичный. Прошивки. Ни в коем случае никакие складчины, какие-то дешевые по 300 рублей из интернета писать нельзя. Мы их делаем самостоятельно под пожелание владельца. Запись проходит быстро. Сложностей особо никаких нет. Везде подсказки, как вы видите на видео. Все легко и просто. И главное просто сделать правильную прошивку и быть очень аккуратным и внимательным. Спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал. Если есть вопросы, можете оставить их в комментарии. Я обязательно попробую на них ответить.